Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы будем с вами вязать вот такой очаровательный воротничок крючком. Давайте рассмотрим его поближе. Посмотрите, какое интересное кружево сплелось. В этом видео мы с вами все подробно разберем, шаг за шагом, как вязать такой очаровательный воротничок. Так, посмотрите, какую он имеет форму. Очень красиво лежит на плечах, не сборит, все ровненько. Схема состоит из 12 рядов. Вязать его очень просто. Это за исключением последнего ряда. Это, наверное, самый простой воротничок, какой я вязала. Единственное, что нужно будет потрудиться над последним рядом. Но он очень украшает этот ряд. Так, вот посмотрите, какой он у меня нарядный. Я связала его в сером цвете. И мне кажется, этот цвет очень ему к лицу. Сделала шнурочки на кончиках, вот такие листики. Вот. Так, давайте померяем его длину. Так. Я уже сняла его с блокировки. Вот 50 сантиметров по внутреннему краю. Если вы хотите сделать подлиннее, то рассчитывайте сами. Раппорт узора состоит из 8 петель. Я набирала 177. Если вы хотите больше, тогда набирайте еще на количество петель кратно 8. И в ширину получился 10 сантиметров. Очень мне понравился этот воротничок. И вот решила связать и поделиться с вами. Если вам также понравилась моя работа, поставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Это помогает продвижению. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Ну, давайте приступим к работе. Вязать сегодня я буду из ниток Виолет от Yarn Art. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок в 50 граммах 282 метра. Цвет я использую 53-26. Вот такой приятно серый оттенок. Крючком буду вязать 1,25 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю и набираем цепочку из 177 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте наберем ее самостоятельно и встретимся. Ну вот, цепочку набрали, 177 воздушных петель. И длина ее у меня получилась вот в спокойном, не растянутом состоянии. Давайте сейчас измерим вместе. Так. Вот 44,5 сантиметров. Но длина еще немножечко увеличится после блокировки. Видите, как она тянется, цепочка. Так, вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид и в четвертую петлю от крючка. 1, 2, 3. В четвертую. Провязываем столбик с накидом. Каждый ряд у нас будет начинаться и заканчиваться 2 столбиками с накидом. Далее накид, пропускаем 3 петли, 1, 2, 3, и в следующую петлю провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, сюда же в эту петлю второй столбик с накидом и третий. Две воздушные арочка, 1, 2. И в эту же петлю провязываем 1 столбик с накидом. Вот так.
Далее 1 воздушная петля, арка, накид, пропускаем 3 петли, 1, 2, 3, и в следующую вяжем галочку из 2 столбиков с накидом. Первый столбик с накидом, 1 воздушная петля, и сюда же в эту воздушную провязываем второй столбик с накидом. Вот так. Накид. После галочки мы арку здесь не делаем. Пропускаем 3 петли, 1, 2, 3, и в следующую петлю вяжем такую же комбинацию: 3 столбика с накидом, провязали, 2 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом сюда же в эту петлю. Вот так. Далее 1 воздушная, накид, пропускаем 3 петли, 1, 2, 3, и в четвертую вяжем галочку: первый столбик с накидом, 1 воздушная петля и второй столбик с накидом. Узор такой асимметричный, и каждый ряд у нас будет гармошечкой. Туда в одну сторону, с другой стороны в другую будут смотреть у нас столбики. Так, накид, пропускаем 3 петли, мы уже 3-й раз повторяем раппорт. 3 пропустили, в четвертую вяжем также 3 столбика с накидом. Так, 3-й перевяжу, соскользнул крючок. Так, 2 воздушные петли и столбик с накидом сюда же в эту петлю. 1 воздушная. Пропускаем 3 петли и далее галочка: первый столбик с накидом, 1 воздушная петля и второй столбик с накидом. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Ну вот, подходим к концу ряда. Провязали 3 столбика, 2 воздушные петли, столбик, далее 1 воздушная, накид, пропускаем 3 петли и в начальную петлю вяжем 2 столбика с накидом, первый и второй. Не галочка, а просто 2 столбика, так же как мы начинали первый ряд. Так, вот первый ряд у нас готов. Вот что у нас получается, вот такая тесьма. Вяжем второй ряд: 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, разворачиваем и в последний столбик предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Вот, ряд начинается также с 2 столбиков. Этот ряд у нас повторяет первый ряд. Будем плясать в другую сторону. Накид, пропускаем арку из 1 воздушной, и вот в арочку между одиночным столбиком и 3 столбиками, вот в эту арку, также провязываем 3 столбика с накидом, две воздушные петли и еще 1 столбик с накидом сюда же в эту арку. 1 воздушная, накид, и теперь в арку из 1 воздушной петли, вот арочка у нас на галочке, провязываем такую же галочку: первый столбик с накидом, 1 воздушная петля и второй столбик с накидом сюда же в эту арку. Так, накид, переходим вот к арке, которая между столбиком и 3,
вот эту арочку мы пропускаем, вот в эту арку. Также провязываем 3 столбика с накидом. Две воздушные петли и еще один столбик с накидом сюда же в эту арку. Одна воздушная. Накид. В арку на галочке провязываем такую же галочку. Первый столбик с накидом, воздушная петля, второй столбик с накидом, накид, пропускаем арку и в следующую арочку вяжем также 3 столбика с накидом, две воздушные петли и еще один столбик с накидом сюда же в эту арку. Одна воздушная. Далее идет галочка. Все, вяжем по рисунку и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда. Провязали последние 3 столбика, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Далее 1 воздушная петля, накид, и в вершину начального столбика с накидом в 3-ю воздушную петлю подъема провязываем 2 столбика с накидом. Вяжем их не туго, чтобы у нас край был не стянутый. Так, посвободнее. Вот. Второй ряд у нас готов. Давайте договоримся, что вот этот элемент, вот 3 столбика и 1 столбик, вот этот с арочкой из 2 воздушных, будем называть веер, асимметричный веер, вот так, чтобы не повторять. Так, второй ряд готов, вяжем 3-й ряд. 3 воздушные петли, начальный столбик, с накидом разворачиваем и сюда же вот в последний столбик вяжем столбик с накидом. Провязали 2 столбика. Накид, пропускаем арку из 1 воздушной и следующую арку на веере вяжем теперь такой веер: 4 столбика, не 3, а 4 столбика с накидом. 1, сюда же 2, веер немножечко расширяется, 3 и 4. Провязали. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, и сюда же в эту арку столбик с накидом еще 1. Теперь вот такой веер: 4 столбика, 2 воздушные, 1 столбик. И дальше все по рисунку: 1 воздушная петля, повторяем предыдущие ряды, в арку на галочке вяжем такую же галочку, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, накид, пропускаем арку и в следующую на веере вяжем веер с 4 столбиками. Уже провязываем не 3, а 4. 2 воздушные и еще 1 столбик с накидом, 1 воздушная. Снова галочка идет в арку на галочке. Вот так. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подходим к концу ряда. Провязали последний веер. 1 воздушная петля, накид, и в 3-ю воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом провязываем 2 столбика с накидом. Первый и сюда же второй столбик с накидом. 3-й ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд. 4-й ряд у нас повторяет 3-й ряд. 3 воздушные петли, начальный столбик, разворачиваем, в вершину первого столбика провязываем столбик с накидом. Далее накид и вяжем веер
Также 4 столбика, 2 воздушные, столбик. Все, четвертый ряд повторяет у нас полностью третий ряд. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Ну вот, подходим к концу ряда. И также провязываем 2 столбика с накидом в вершину начального столбика в третью воздушную петлю подъема. Начало и конец ряда у нас всегда одинаковые на протяжении всей работы. Так, четвертый ряд у нас готов. Посмотрите, какие красивые кружева у нас получается. Вяжем пятый ряд. И пятый ряд у нас повторяет четвертый ряд. Также вяжем 3 воздушные петли. Начальный столбик разворачиваем. Столбик с накидом. Накид. Арку пропускаем. И в следующую арку на веере также вяжем 4 столбика. 2 воздушные и 1 столбик с накидом сюда же, 1 воздушная, и на арку в галочке вяжем такую же галочку. Пятый ряд повторяет у нас третий и четвертый ряд. Вяжем по рисунку и встречаемся. Шестой ряд уже будет по-другому провязываться. Ну вот, провязали 5 рядов. Вот что у нас получается. Вяжем шестой ряд. 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, разворачиваем и вяжем еще 1 столбик с накидом в первый столбик. Накид, пропускаем арку из 1 воздушной и в следующую арку на веере провязываем 5 столбиков. Уже у нас веер становится все шире и шире. Пять столбиков сделали. Далее идет арка из 3 воздушных. Накид. И в эту же арку провязываем еще 1 столбик с накидом. Так. Далее воздушная петля. Здесь все идет у нас по рисунку. Теперь на галочке провязываем такую же галочку. Первый столбик, воздушная петля и второй столбик с накидом в арку на галочке. Накид, арочку пропускаем и в следующую арку на веере провязываем также 5 столбиков. Давайте еще раз вместе провяжем. Новый веер уже у нас получается. 3, 4, 5. Не забываем, что у нас теперь 3 воздушные и еще 1 столбик с накидом в эту же арку. 1 воздушная. Далее галочка из 2 столбиков. Посередине арка из 1 воздушной петли. И снова вяжем веер. Это у нас шестой ряд. Аналогично шестому ряду вяжем 7 и 8. Они вяжутся абсолютно одинаково. Также веера состоят из 5 столбиков, 3 воздушных и 1 столбик после арки. Ну и, конечно же, галочки. Вяжем самостоятельно 3 ряда, 6, 7 и 8, и встречаемся в конце 8 ряда. Итак, мы с вами провязали еще 3 ряда, 6, 7 и 8. Вот что у нас получается. Воротничок у нас приобретает такую округлую форму. Вяжем следующие 3 ряда. 9, 10 и 11 ряд вяжутся одинаково. Итак, вяжем 9 ряд. 1, 2, 3 воздушные. Разворачиваем. И в первый столбик провязываем столбик с накидом. Накид, пропускаем арку. И в следующую арку из 3 воздушных провязываем 6 столбиков с накидом.
воротник у нас расширяется к внешнему краю, и веера наши увеличиваются. 4, 5 столбик и 6. Вот, провязали 6 столбиков в арку. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И теперь провязываем в эту же арку столбик с 2 накидами. Сделали 2 накида и вяжем столбик с 2 накидами. Далее также все повторяем по рисунку. 1 воздушная, и в арку на галочке провязываем такую же галочку. Первый столбик, воздушная петля, арочка, и второй столбик с накидом сюда же. Накид, пропускаем арку из 1 воздушной, и в следующую арку из 3 воздушных снова вяжем 6 столбиков. Еще раз с вами провяжем веерочек. Так, 4, 5 столбик, 6. Вот 6 провязали, 3 воздушные петли и столбик с 2 накидами. Не забываем, что здесь столбик у нас повыше. Вот так. 1 воздушная, и снова делаем галочку в середину галочки предыдущего ряда. 2 столбика с накидом, между ними арка из 1 воздушной. Снова 6 столбиков. Это у нас 9 ряд. Довязываем до конца, и 10 и 11 ряд вяжем аналогично 9 ряду. Также у нас веерочки состоят из 6 столбиков, 3 воздушные, столбик с 2 накидами. Вяжем самостоятельно 3 ряда и встречаемся. Итак, мы с вами провязали 11 рядов. Вот что у нас получается. На этом можно остановиться и оставить вот так, как есть уже. Сделать обвязку коротких срезов воротничка, приделать завязки, и можно обвязать по внутреннему краю. Но мы не ищем легких путей, и я хочу сделать еще декоративную обвязку по внешнему краю воротничка. Мне кажется, так будет воротник выглядеть более нарядным. Итак, делаем. Вяжем 12 ряд. Он сложный, поэтому нужно быть повнимательнее. Воздушную петлю подъема разворачиваем. Пропускаем первый столбик, и во второй столбик вяжем столбик без накида. Так, теперь в арочку из 1 воздушной столбик без накида. В следующий столбик. В следующую арку провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Переходим к группе из 6 столбиков. В первый столбик провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и еще 1 столбик без накида сюда же, в этот столбик. Здесь у нас маленькая арка из 2 воздушных. Далее следующие 5 столбиков по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Подошли к галочке. Первый столбик пропускаем, и в арку в середине галочки провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли и еще 1 столбик без накида сюда же, в эту арку на галочке. Пропускаем столбик в следующую арку из 1 воздушной петли, столбик без накида, в следующий столбик, в следующую арку 4 столбика, обвязываем арочку, и в следующий столбик, вот в первый на группе из 6. Так, далее 4 воздушные, 1,
2, 3, 4 арка. Разворачиваем воротничок. Делаем 2 накида. И вот в эту арку из 3 воздушных, которые у нас над галочками, провязываем столбик с 2 накидами, но не до конца. Накид. И теперь вяжем столбик с накидом вот в первый накид. Под 2 ниточки вставляем. Закрываем накид, 3 петли на крючке. Накид. И сюда же под накид провязываем еще один столбик с накидом не до конца. 4 петли, закрываем. Вот такой кластер на одной ножке и вот с общей вершины 3 столбика. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Делаем 3 накида и сюда же в эту арку также провязываем кластер, но он будет у нас уже повыше. Закрываем 3 накида, 2 петли на крючке, делаем 2 накида, вставляем под первый накид, под 2 ниточки, закрыли 2 накида, 3 петли на крючке, снова делаем 2 накида и сюда же под накид провязываем еще один столбик с 2 накидами не до конца. 4 петли, закрываем. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И повторяем вот первый кластер. Сделали 2 накида, сюда же в эту арку провязываем столбик с 2 накидами не до конца, 2 петли на крючке, накид, вставляем крючок под первый нижний накид, провязываем 1 накид, 3 петли на крючке, накид и вяжем 3 столбик, также вставляем крючок под накид, вот, 4 петли, закрываем за 1 прием. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4 и делаем соединительную петлю. Вот у нас здесь арка из 2 воздушных, вот сюда. Соединили вот так потуже, затянули и эту петлю также подтянули, разворачиваем снова на лицевую сторону, хотя воротничок у нас будет двухсторонний, у нас рисунок на основании здесь вот повторяется, и поэтому мне кажется, тут даже не имеет значения, где будет лицевая сторона, где изнаночная, хотя вот сейчас с которой стороны мы будем вязать, это больше как лицевая. Итак, провязываем в арочку из 4 воздушных 4 столбика без накида, обвязываем ее. Теперь столбик без накида в вершину кластера, в следующую арку 4 столбика без накида, обвязываем вторую арку из 4 воздушных, делаем пико из 3, 1, 2, 3 воздушные и в вершину последнего столбика без накида соединяем с соединительной петлей. Вот такое пико. Так его расправляем. Так, перепрыгиваем через средний кластер и обвязываем следующую арку. Также провязываем в нее 4 столбика без накида. В следующий кластер вершину вяжем столбик без накида. И в следующую арку из 4 воздушных провязываем 4 столбика без накида. Так, теперь вот первый столбик на группе из 6 делаем соединительную петлю. И в следующие 5 столбиков провязываем по столбику без накида. Мы сейчас еще раз повторим, и тут у нас еще будет дополнительный разворот, так что продолжение следует. Так, все, 5 столбиков провязали, переходим к галочке. Первый столбик пропускаем
под арку вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли и еще один столбик без накида сюда же под арку на галочке. Вот такая петля. Так, второй столбик мы пропускаем, столбик без накида в арку из одной воздушной, в столбик с 2 накидами, вот сюда мы провязываем столбик без накида, теперь в арку 4 столбика и в первый столбик на группе из 6. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, разворачиваем и снова вяжем вот такой цветочек из 3 лепестков. Давайте еще раз вместе провяжем. Сделали 2 накида, вставляем крючок вот в эту арку из 3 воздушных и вяжем. 2 накида провязали, столбик с 1 накидом. Давайте посмотрим, куда вставляем крючок. Вот 2 перегородочки, это первый накид, это второй. Вот вставляем крючок под первый накид, под нижний, и еще один столбик с накидом. Закрываем. 4 воздушные. Теперь делаем повыше. Сделали 3 накида. Следующий кластер у нас уже будет немножечко повыше. Закрыли 3 накида, делаем 2 накида, вставляем крючок под первый накид, под нижний, закрыли 2 накида и еще раз 2 накида и вяжем 3 столбик. Так, закрываем 2 накида, все петли закрыли. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4 и вяжем кластер 3 уже как столбик с 2 накидами. Сделали 2 накида, закрыли, 1 накид, вставляем крючок под первый накид, вот так, и еще раз накид, вставляем крючок под первый накид, вот так, закрываем все петли, 4 воздушные. Так, и теперь нам нужно присоединиться. Вот у нас заканчивается первый наш элемент. Вот сюда в основание, куда мы делали соединительную петлю. Вот так. Давайте присоединим. Вот так, затянули. Эту петлю также мы подтягиваем потуже. Разворачиваем на лицевую сторону. Вот так все расправили, чтобы у нас здесь не было вот таких уголков. В первую арку вяжем 4 столбика без накида, обвязываем арочку. Теперь в столбик в вершину кластера провязываем. Вот так. Далее 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разворачиваем снова. И вот у нас предыдущий цветочек. Вот напротив первого лепестка у нас здесь столбик. Вот сюда вставляем крючок и делаем соединительную петлю. Подтягиваем, разворачиваем. Так. И нам нужно обвязать вот эту последнюю арку из 7 воздушных. Делаем 4 столбика в начале. Укладываем их поплотнее, чтобы все они поместились. 4 провязали. Делаем пико из 3 воздушных. Я соединяю вершину последнего столбика. И еще 4 столбика без накида в эту же арку из 7 воздушных петель. Вот так. И соединяем вот вершину кластера с соединительной петлей. Давайте посмотрим, что получается. Так, возвращаемся к нашему цветочку и обвязываем арку между первым и вторым лепестком. Также провязываем 4 столбика
без накида. Делаем пико из 3 воздушных. Пропускаем кластер, в следующую арку вяжем 4 столбика без накида между вторым и третьим лепестком. Теперь в вершину кластера, в следующую арку 4 столбика. И соединяем в первый столбик вот на группе из 6 соединительной петлей. Так, вот такие у нас цветочки красивые получаются. Все, продолжаем вязать. Также вяжем 5 столбиков. Далее не забываем делать петлю вот здесь на галочке. Обвязываем также вот арку. Все, доходим до первого столбика. Разворачиваемся, вяжем цветочек. И когда делаем обвязку цветочка, не забываем вот про эту арочку из 7 воздушных. Все, вяжем самостоятельно по рисунку. И встречаемся в конце ряда. Итак, подходим к концу ряда. Вязали его долго, но справились. Провязали последние вот 5 столбиков на группе из 6 и далее столбик без накида в столбик. 12 ряд у нас готов, и сейчас нам нужно сделать обвязку по короткому срезу с 2 сторон, сделать завязки и обвяжем по внутреннему краю воротничок. Итак, разворачиваем вот теперь на короткий срез. Вот под арочку из 3 воздушных провязываем 2 столбика без накида. Под следующий вот столбик у нас 3 столбика вяжем. Три столбика без накида. В следующем ряду у нас идет 3 воздушные петли подъема, под них 2 столбика. Спускаемся на ряд ниже, под столбик вяжем 3, так чередуем 3 столбика, 2 столбика. Доходим до уголочка и встречаемся. Обвязали последнюю арочку и теперь выполняем столбик без накида, воздушную петлю на начальной цепочке в самом уголке воротника. Так, первый срез обвязали. Теперь делаем завязку. Набираем цепочку из воздушных петель, смотрим, какая длина получается. Желательно петли пересчитать, чтобы со второй стороны сделать завязку такой же длины. Это примерно 80-90 петель. Смотрим на свою плотность вязания и учитываем, что немножечко завязка стянется, так как мы будем обратно вязать соединительными столбиками по ней. Ну вот, я набрала 95 петель. Давайте сделаем на кончике завязки листочек. Делаем еще 4 воздушные, 2 накида. В 5-ю петлю от крючка провязываем столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида. Сюда же в эту петлю еще 1 столбик с 2 накидами. Закрываем, делаем пико из 3 воздушных. Набрали 3 воздушные, в вершину вот этого кластера соединяем соединительной петлей. Вот так, пико расправим. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И соединяем в ту же петлю, куда мы провязывали 2 столбика. Вот такой листик у нас на кончике завязки. Если вы не хотите, просто можно сделать завязочку обыкновенную без этого листика. И теперь поднимаемся вверх по цепочке, в каждую петлю провязываем по соединительному столбику.
Их сильно не стягиваем. Смотрим, чтобы цепочка была не перекрученная. Можно провязывать столбики без накида в каждую воздушную петлю. Мне больше нравится соединительными, так завязочка выглядит более изящной и аккуратной. Все, вяжем неспехом потихонечку и встречаемся вот здесь на уголочке. Ну вот, первая завязочка у нас готова. Посмотрите, какая она ровненькая, аккуратненькая. Вот такой шнурочек тоненький. Так, подошли к уголочку, к воротничку. Так, смотрим, чтобы завязка была не перекручена. И продолжаем обвязывать. Теперь будем делать внутренний край воротничка. Первый столбик без накида. Вот в петлю, куда мы провязывали 2 столбика с накидом первого ряда. Далее у нас идет 3 воздушные петли. Вяжем под них 2 столбика без накида, пико из 3 воздушных. Набрали 3 воздушные, в вершину последнего столбика соединяем. Соединительной петлей затянули. И еще 1 столбик без накида сюда, в эту арку. Теперь столбик без накида в петлю, куда мы провязывали веер. Вот она у нас большая, ее хорошо видно. Она уже растянутая. И переходим к следующей арке из 3 воздушных. И также в нее провязываем 2 столбика без накида. Далее пико из 3 воздушных. И еще 1 столбик без накида в эту же арку. Теперь столбик без накида в петлю, куда мы провязывали галочку. Переходим к следующей арке и также вяжем 2 столбика, пико, столбик. Все, продолжаем вязать. Обвязываем внутренний край, доходим до уголочка. Набираем цепочку такой же длины, как и с этой стороны. У меня 95 петель. Не забываем провязать листик, если мы делали такой листик на первой завязочке. Поднимаемся соединительными петлями, обвязываем цепочку, формируем шнурок и делаем обвязку по второму короткому краю воротничка. Также 2 столбика, 3 столбика, 2 столбика, 3 столбика. Подходим вот сюда к уголочку и делаем соединительную петлю. Вот в первый столбик без накида на обвязке. Все, доделываем воротничок, довязываем, ставим на блокировку. Так, все расправим аккуратно, чтобы столбики встали на свои места. Ставим на блокировку и ждем до полного высыхания. Ну вот, я сняла воротничок с блокировки. Посмотрите, какой красивый он у нас получился. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такой очаровательный воротничок. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!